Доброго здоров'ячка, хунту и хунтуберы. Мы из Украины. Есть легенда, проверить которую очень просто. В свое время ЦРУ выпустила потрясающую книгу «Simple Sabotage», то есть не так, рассекретила. Ссылку на оригинальный текст на странице ЦРУ даю в первом комментарии к ролику. В ней изложены различные способы, которыми диверсанты могут снижать продуктивность компании. Я нашел несколько вариантов трактовок в нашей реалии этого текста, заменил некоторые термины на интересные нам, не меняя сути, и представляю вам инструкцию, как озеленить все на свете, до чего дотянется рука озеленяющего. Сразу оговорюсь. Если хотите, чтобы все работало продуктивно, делайте ровно наоборот, иначе вас просто с руками выхватят для работы в молодой команде, которой все никак не дадут еще 100 дней. Правда, там еще нужна беззаветная преданность, ну то такое. Детали. Начнем с раздела «Общие помехи организациям и производству». Настаивайте на том, чтобы все выполнялось через каналы. Не допускайте того, чтобы для ускорения реализации решений выбирались кратчайшие пути. Делайте доклады. Говорите как можно чаще и пространнее. Иллюстрируйте свои идеи долгими историями из жизни и ссылайтесь на личный опыт. С готовностью делайте патриотические комментарии. По возможности отправляйте все вопросы в комитеты для более глубокого изучения и рассмотрения. Стремитесь собирать комитеты как можно больше, не менее чем из 5 членов. Как можно чаще поднимайте вопросы о несуществующих проблемах. Спорьте о четких формулировках в общении, протоколах, резолюциях. Возвращайтесь к темам, по которым было принято решение на последнем совещании, и пытайтесь повторно открыть вопрос о целесообразности этого решения. Советуйте быть аккуратными, будьте разумны и подталкивайте других участников совещаний к разумности, к тому, чтобы они избегали спешки, которая может в будущем вызвать неудобства или сложности. Беспокойтесь о правильности каждого решения, поднимайте вопрос о том, будет ли рассматриваемое действие относиться к юрисдикции группы или оно может вызвать конфликт с политикой какого-то более высокого эшелона. Меня поражает, насколько хорошо эти советы прошли проверку временем. Допустим, вас наняли на должность главного по стране, и вы хотите максимально снизить производительность, но так, чтобы вас не поймали. Разумеется, вы можете принять серию очевидно плохих решений, но вас довольно скоро уволят. Настоящая цель заключается здесь в постепенном высасывании из страны ее производительности, сохраняя при этом фасад правдоподобности и нормальности. Что же можно для этого сделать? Технологии. При вступлении в должность потребуйте переписать основные системы, на что должно уйти 6-18 месяцев. Обвиняйте барыгу. Подталкивайте всех к использованию собственного языка и формул. Назовите, например, администрацию президента офисом. Разделяйте системы по произвольным границам. Максимизируйте количество систем, задействованных в каждой фиче. Стимулируйте к сложной структуре среды разработки. Пусть это будет сеть систем с как минимум десятком сервисов. Сделайте так, чтобы среда разработки законов максимально отличалась от среды их использования. Выполняйте развертывание как можно реже. Убеждайте, что относительно развертываний нужно проявлять максимальные предосторожности. Используйте любую проблему в деловодстве как причину для нажатия на тормоз. Введите очень сложные процессы для изменений в системе и стандартных рабочих процессов. Оправдывайте это безопасностью, или рукой Кремля, или бегством от старых элит. Сделайте так, чтобы каждая задача отслеживалась в трекере задач. Ее проверкой, установкой приоритета и утверждением должна заниматься группа не менее чем из 5 департаментов. Не допускайте ничего, выходящего за рамки исходной задачи, например, правки в законопроект и другие вносимые по ходу дела улучшения. Создавайте внутренние версии почти всего, что не является основной компетенцией. Оправдывайте это нежеланием зависеть от стороннего поставщика. Настаивайте на добавлении слоев абстракции поверх всего. Выбирайте поставщиков, которые сами по себе являются абстракциями, а затем добавляйте новые слои абстракций. Для этой цели прекрасно подойдут офшорные счета. Подталкивайте к техническим решениям, основанным на чрезмерно оптимистических ожиданиях масштабов. Планируйте не менее чем на 3 порядка больше нагрузки, чем есть сейчас. Стимулируйте к коллективному владению системами. Сделайте так, чтобы никто не чувствовал ответственности за их поддержку.
Настаивайте на централизации почти всего в виде платформы, которой владеет команда платформы. Недоукомплектовывайте команду платформы и мешайте другим командам создавать то, чем может владеть платформа. Заставьте команду платформы итеративно, то есть с многократным повторением, работать над техническим заданием, часто его меняя, и обязуйте все остальные команды как можно чаще подгонять результат под последнюю версию технического задания. Нанимайте архитекторов и требуйте, чтобы даже небольшие изменения подвергались архитектурному контролю. Требуйте, чтобы даже мелкие изменения подвергались контролю безопасности. Продукт. Игнорируйте полезные метрики, обосновывая это научно, например, называя их перекосом или запаздывающим показателем. Выбирайте метрики тщеславия, не имеющие или почти не имеющие корреляции с ценностью для страны и обладающие высоким уровнем медийного шума. Настаивайте на том, чтобы все выполнялось как серьезнейшая задача, и на том, чтобы перед каждым развертыванием все было совершенно готово. Считайте каждую фичу обязательной и критически важной частью нулевой версии продукта. Не поддавайтесь на уговоры. Разрабатывайте невероятно подробные стратегические планы. Часто меняйте направление развития. Отказывайтесь от очевидных улучшений, как от локальной оптимизации. Для связывания ресурсов используйте популярные тренды. Начните развивать пространно сформулированную цифровую стратегию, которая на поверхности кажется правдоподобной. Активно тратьте средства на поставщиков и консультантов по этой стратегии. Стимулируйте подчиненных тратить основную часть времени на стратегию и планирование. Сделайте так, чтобы законодателям и простым людям ТМ по продукту было сложно или невозможно использовать продукт внутри компании. Отказывайтесь слышать мнение людей, называя их обычными людьми или простыми людьми ТМ. Руководство. Привяжите уровень зарплаты к названию должности, а название должности к размеру команды, чтобы мотивировать к раздуванию штата. Делайте большие доклады о стратегиях, фичах и технической сложности. Совершайте дорогостоящие приобретения, чтобы входить в новые сферы рынка. Обосновывайте это синергией. Прекращайте эксплуатацию приобретенного продукта. В структуре отчетности используйте множество связующих звеньев. Максимально заставляйте сотрудников отчитываться секретарям в других командах или офисах или с другими функциональными обязанностями. Сделайте так, чтобы секретари были плохо подготовлены к контролю этих отчетов. Часто переводите плохо справляющихся с обязанностями в другие команды. Назначайте лучших работников на исследовательские теоретические проекты с нечетко заданными критериями результатов. Всегда требуйте собирать совещания по любому решению, каким бы тривиальным оно ни было. Настаивайте, что на совещании должно присутствовать каждое заинтересованное лицо. Найм. Организуйте процесс найма, который кажется объективным, но на самом деле субъективен. Отказывайте в найме лучшим, мотивируя это тем, что они не впишутся в команду или каким-то иным нечетким критерием. Нанимайте слабейших, обосновывая это потенциалом, рвением и другими нечеткими критериями. Нанимайте дорогостоящих руководителей, которые должны будут брать на себя большое количество подчиненных. Используйте громкие звания и придуманные должности, чтобы привлечь оппортунистов. Нанимайте экспертов с высокой степенью специализации, а затем создайте им надуманные проекты, чтобы не дать им уволиться. Используйте специализацию как оправдание для найма другого, вспомогательного персонала. Требуйте крайне детализированных оценок сроков по любому проекту с обоснованием детализации. Мотивируйте к созданию проектов, охватывающих как можно большее количество команд, в идеале работающих в разных местах. Добавляйте новые требования, которые зависят от работы, выполняемой другими командами. Часто пользуйтесь услугами дорогостоящих агентств. Устанавливайте амбициозные масштабы проектов и передавайте сырые прототипы на доделку внутренним командам. Результат. Это непростая задача. И справиться с ней смогут не только лишь все, но если вы заинтересованы в том, чтобы стать наивеличнейшим, вам все по плечу. Если совершить 100 действий, каждая из которых снижает продуктивность на 5%, то вся работа замедлится в 131 раз. Слава Украине, слава ЗСУ.
Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.